Удар по военным аэродромам РФ. Украина готовит почву для будущих переговоров с Москвой, а россиянам показали правду о войне. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Потеря самолетов и боескладов. Украина ударила по ряду военных аэродромов России. Ох, блядь. Вот это пизда. США призывает своих граждан покинуть Украину как можно скорее. Россия может готовить удар по правительственным объектам. Спецоперация разведки. Удар по телевидению. Россиянам показали реальные кадры с линии фронта. Долго ли еще будет длиться его кровавое правление? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Украина оценивает результат своей мощной атаки по военному аэродрому Мариновка в Волгоградской области. Дроны долетели до этой важной цели в ночь со среды на четверг. Аэродром действующий, из открытых источников известно, что там базируются самолеты-разведчики, а также был склад с управляемыми авиабомбами. По данным асинт-аналитиков, на этом аэродроме могло быть 29 российских самолетов. Прилеты, судя по многочисленным видео, которые опубликованы в сети, были достаточно мощные. Ох, блядь. Вот это пизда. Те, кто проживает в Калаче-на-Дону в 25 километрах от аэродрома, прекрасно слышали эти взрывы. В то же время глава Калачевского района писал в своих соцсетях, что все были готовы к эвакуации поселка Октябрьский, который находится в непосредственной близости к военному объекту. Аэропорт Волгограда, по сообщениям Росавиации, прекратил свою работу, конечно же, на время, как говорят, для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Губернатор области же утверждает, что атака дронов была отражена, а взрывы — это вовсе не взрывы, просто пожар после падения обломков. В то же время глава украинской разведки Буданов в интервью изданию Warzone заявил, что совсем недавние атаки БПЛА по военным объектам РФ дают свой результат. На аэродроме Савослейка уничтожены МиГ-31, 2 Ил-76, удары также были нанесены по центру радиотехнической разведки, аэропорту Астафьева в Подмосковье и авиабазе Миллерово в Ростовской области. И теперь о ситуации в Курской области. Украина, вероятно, использует «Хаймарс» для точных ударов по военным объектам РФ, в частности, по понтонным переправам через реку Сейм и оборудованию для наведения мостов, пишет Wall Street Journal. Тем временем украинские телеграм-каналы сообщают, что ВСУ в очередной раз удалось взять в плен представителей российской армии. Несмотря на эти потери, Россия может не спешить с возвращением территории Курской области под свой контроль, так как это второстепенная задача, пишет издание. В первую очередь сейчас РФ может воспользоваться ситуацией и продвинуться в Донецкой области. Тем временем Зеленский заявил, что за последние сутки под контроль Украины перешли новые территории России. Мы в любом случае продолжаем, конечно, выходить на более четкие рубежи в плане контроля ряд коммуникаций. Это, в первую очередь, трассы, которые связаны с Суджой и Львовом. Дальше мы ориентируемся на более широкий захват ряду регионов, которые сейчас враг консолидирует как ударные группы. Тут очень хорошая схема. Взорвано 3 моста, которые именно действительно создают предпосылки окружения группирования до 4500 человек. Ну и, конечно, это продвижение вглубь России по всему сектору до 35-37 километров. Вот это конкретно. Мы 3-5 населенных пунктов ежедневно берем под контроль. Создаем более мощную буферную зону в этом регионе. Поэтому темпы, да, снизились, но продвижение ежедневно есть. Мы уже контролируем более 1250 квадратных километров. Это еще дополнительно несколько десятков километров за 2 дня. Это также успех, но вражеские войска подтягиваются. В Берлине отреагировали на наступление ВСУ и говорят, что операция может быть ограниченной. Zunächst mal ist es so, dass die Ukraine ihre
Прежде всего, Украина подготовила свою военную операцию в Курской области очень тайно и без обратной связи, что безусловно обусловлено сложившейся ситуацией. Мы очень внимательно следим за этой ситуацией. Это очень ограниченная операция с точки зрения пространства и, возможно, с точки зрения времени, чего мы точно не знаем. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Курская АЭС уже технически находится в пределах досягаемости артиллерии, а это, в свою очередь, увеличивает риск повреждения энергообъекта во время наступления украинской армии. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Именно поэтому Гросси уже на следующей неделе собирается приехать в Курск, где у него состоится встреча с руководством атомной электростанции. Из-за боевых действий в Курской области глава МАГАТЭ выражает свою обеспокоенность. Также в интервью Financial Times он рассказал, что приедет в РФ по приглашению Москвы. А еще, по словам Гросси, Курская АЭС очень похожа на Чернобыльскую. И поскольку идут боевые действия, я очень обеспокоен. Ядро реактора полностью открыто, я посещал несколько таких станций. Можно гулять вокруг и видеть топливные элементы. Напомню, на прошлой неделе Россия распространяла информацию о том, что Украина готовит удары по Курской и Запорожской АЭС. В МИД Украины отреагировали на эти заявления, назвав их очередным всплеском безумной российской пропаганды и добавили, что Украина не намерена и не способна предпринимать какие-либо подобные действия. Посольство США в Киеве призвало своих граждан незамедлительно покинуть Украину из-за вероятной атаки, которая должна произойти в ближайшие дни. Об этом говорится в официальном заявлении, которое появилось на сайте посольства. Практически сразу после успешного наступления ВСУ в Курской области западная пресса со ссылкой на свои источники писала, что Кремль готов мстить. Moscow Times, AFP, Times сообщали о потенциальных целях Путина. Тогда авторы издания утверждали, что ракетный удар может быть нанесен по зданию парламента или же другим правительственным объектам в центре Киева. Украина может перейти в новое наступление в 2025 году, однако для этого необходимо создать уже сейчас определенные условия. О них пишет The Telegraph. По данным журналистов, сейчас существует возможность подорвать решимость Кремля. Для этого ВСУ необходимо добиваться успехов под Курском, а также продолжить атаки беспилотниками по дальним военным объектам на территории РФ. И второй фактор – это развертывание сил ВСУ, которые сейчас проходят подготовку для укрепления позиций украинских сил обороны как на территории РФ, так и на Донбассе. Однако The Telegraph не пишет о потенциальном направлении нового наступления ВСУ. Где же может быть следующее наступление украинских войск? Этот вопрос мы задали нашим подписчикам в телеграм-канале и предложили такие варианты. Брянская и Белгородская области, юг Украины, Запорожская область и Крым, Донбасс, спецоперация по демилитаризации Калининградской области, а также Приднестровье, но с разрешения Молдовы. На момент записи выпуска больше всего реакций собрали два варианта. Юг Украины, то есть наступление ВСУ в Запорожской области и Крым, а также Брянская и Белгородская области. А как вы считаете? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Россия потеряла возможность диктовать условия Киеву относительно мирных переговоров после того, как ВСУ начали свою операцию на территории РФ. Теперь эта стратегия РФ нарушена, говорят источники издания Kyiv Independent. Кроме того, сейчас украинская власть намерена подготовить почву для возможных переговоров с Россией уже этой осенью. И, конечно же, с учетом украинских требований. Во время этих переговоров главными темами должны быть обмен пленными, продовольственная и ядерная безопасность. Кроме того, в украинском офисе президента также говорили, что никто не будет умолять Кремль сесть за стол переговоров. Для этого есть эффективные средства принуждения, уверяют в Киеве. Новая операция Главного управления украинской разведки. Был нанесен мощный и болезненный удар по самому главному для большей части россиян – по телевидению. Источники в украинской разведке сообщили украинскому изданию РБК Украина, что киберспециалисты ГУР атаковали серверы российских телеканалов. Благодаря этому был взломан эфир, и россияне смогли увидеть правду о ситуации на фронте. Видеозапись из ГУР была показана трижды в прайм-тайм на Первоуральск ТВ, Евразия 360, Евразия Первый канал и других. Как отмечается, часть атакованных каналов входит в медиахолдинг местного олигарха Андрея Комарова. Телеканалы были вынуждены на некоторое время прекратить вещание.
Президент Путин бессменно правит в России больше 24 лет. Начав свое правление с трагедии подводной лодки «Курск», он привел страну к еще более масштабной трагедии уже на территории Курской области. Она утонула. Долго ли еще будет длиться его кровавое правление? Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором канала. Также не забывайте пользоваться VPN, если вы находитесь на территории России. Ссылка в описании, как это делать. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.